Здравствуйте! Вселенная World of Warcraft на данный момент пусть и не дошла до своего коллапса, и ей, объективно говоря, есть куда развиваться, но все же находится в небольшом кризисе. Выдавливать новые дозы эпика, лора, редконов становится все сложнее и сложнее. Это норма для абсолютно любой фэнтезийной вселенной, которая столько лет непрерывно развивается. Посмотрите на количество редакций Вахи 40к или перезапуск Fantasy Battle. В общем, пока я жду 4-й том Хроник, я решил тут по другим вселенным пробежаться. Мне вот подарили путеводитель по Рунтере, подготовка к ММО от Riot идет полным ходом. Глядишь, к старости дождусь даже релиза, да. Но я бы сегодня хотел поговорить о вселенной свежей, и более того, вселенной от самого Криса Мэтсона. Как вы знаете, последней работой Криса Мэтсона с точки зрения визуала стал Overwatch, с точки зрения сценария и, в общем-то, тоже визуала, дополнение Warlords of Draenor к World of Warcraft. Это любимая тема Криса, орки, Дренор, Орда. И да, Дренор был достаточно посредственным аддоном с точки зрения игромеханики, уход Грега Стрита сказался крайне негативно, но сюжетно и с визуальной точки зрения там было много всего интересного и хорошего, это мое мнение. Но после этого Мэтсон ушел, так как у него начали сдавать нервы. Какое-то время он отдыхал от всей этой работы, у него есть свой небольшой D&D клуб, где он лечил нервы, а затем основал свою собственную студию Warchief Gaming и начал делать свою новую вселенную под названием Ураборос, по которой тут же начал делать настольную игру. Но это заметили, а это было невозможно не заметить, нынешние Близзарды. И те решили сделать свою собственную настолку. То ли по своей инициативе, то ли по инициативе тех чуваков на аутсорсе, мутная тема. И возникла небольшая конфронтация. Меня зовут Даниил, и вы на канале Котей. И сегодня я вам подробно расскажу про Ураборос, его вселенную и механику, а также про новую настолку от Blizzard и почему она сосет. Благодаря Activision, конечно. Если вам понравится ролик, то в одном из последующих я затрону тему настольных игр по Warcraft, а их было далеко не одна штука. Но сегодня Ураборос, Мэтсон, D&D. Сразу все после короткой рекламы. Для тех, кто ценит классику, для тех, кто ценит качество, и для тех, кто любит открытый мир и его историю, предлагаю возможность бесплатно поиграть на одном из лучших СНГ серверов легендарной MMORPG World of Warcraft WoW Sirus. Модифицированное дополнение Lich King, новые эксклюзивные расы, добавлены обновленные подземелья и рейды из Burning Crusade, новые поля боя, различные PvP-режимы и третья PvP-фракция Ренегаты, которые являются одиночками и врагами для всех. На твой выбор есть два разных игровых мира. Scorch X2, мир с системой категорий. С получением каждой ты будешь открывать сюжетные подземелья и рейды для прокачки персонажа. Algalon X4, новый мир для ценителей времен 335А. Тут ты сможешь быстро догнать бывалых игроков и побороться с ними на равных. Уже более 10 лет работы и стабильно высокого онлайна. Зови друзей с собой, и реферальная система проекта даст тебе приятные бонусы и возможность телепортироваться друг к другу. Регистрируйся по ссылке в описании и получи 7 дней премиума и особую сумку с подарками в виде расходников и первого маунта, с которыми ты можешь стартануть на Сирус еще быстрее. Для начала мне придется вам поведать, что вообще такое Dungeons and Dragons и конкретно 5-я редакция. Ну, конечно, максимально поверхностно. И сразу прошу прощения за ошибки и неточности. Я в этом всем только начал разбираться, и вы можете поправлять меня в комментариях. Но суть в том, что новая настолка и вселенная Мэтсона будут работать как раз по правилам 5-й редакции подземелий и драконов, так что элементарный базис понимать стоит. Итак, подземелья и драконы — это настольная ролевая игра в жанре фэнтези. Впервые была издана аж в 1974 году. В игре участвуют мастер и несколько игроков. В течение игры вы должны задавать действия своего персонажа, а результаты этих действий определяются мастером в соответствии с правилами. Случайные события моделируются же броском кубика. И иногда решения мастера могут не соответствовать правилам. Это является золотым правилом игры «ГМ всегда прав», то есть мастерский произвол. На данный момент существует уже 5 редакций Dungeons and Dragons. По сути, 5-я редакция — это самая юзер-френдли и понятная. Хотя в книге правил один хрен больше 300 страниц, но по сути они просто отмечают, что и когда кидать. И это во многом зависит от персонажа. Сильно вдаваться в конкретику не буду. Я думаю, уже все знают отдаленно, что такое ДНД, листки персонажей, броски дайсов, повествование от ГМа и лютая свобода действий от игроков. Это экспириенс настоящей партийной РПГ, где вы вольны совершать просто любые действия и переворачивать игру с ног на голову. Это что-то невероятное. И в будущем я постараюсь хоть немного, но разъяснить эти системы
системы в будущих роликах по настольной тематике. Но вернемся к Уроборосу. Итак, после того, как Мэтсон пришел в себя, он основал компанию Warchief Gaming. Найс отсылка на Трала, ага. И запустил сбор средств на свою новую настольную игру по вселенной Уроборос. Для начала позволю себе описать новую вселенную Криса Мэтсона, используя для этого описание и тезис из Кикстартера. Уроборос, Змеиные кольца, это сеттинг-компания для пятой редакции Dungeons and Dragons, созданной Крисом Мэтсоном и Warchief Gaming. В первом выпуске этой вселенной, Книга мира Lowbrand, представлена область Lowbrand, я не стал пытаться в русскую адаптацию, извините, основанная на ролевой кампании, которую Крис провел со своими друзьями детства в 80-х и 90-х годах, прежде чем отправиться в Blizzard для работы над такими играми, как Warcraft, Starcraft и другими. Благодаря десяткам потрясающих арт-работ, более чем 100 страницам лора, 5 новым расам, 4 подклассам, новым способностям и многому другому, Книга мира Lowbrand предоставляет вам все инструменты, необходимые для приключений в этой суровой фэнтезийной обстановке. Приручишь ли ты этот новый мир или разрушишь его? Царство Lowbrand манит. Фантастическое царство с 8 оживленными торговыми городами, опасными фракциями, пугающими врагами и силой самого Уробороса. Lowbrand — это царство, полное опасностей и интриг. Барды рассказывают о давно минувших временах, о мире, поставленном на грань катастрофических событий, о таинственных культах и преступных синдикатах криминального мира, от отдаленных островов Васика до пустыни Танарох. Неизвестно, какие приключения ждут вас в Лоубранде. Эксклюзивным для Кикстартера является коллекционное издание «Книга мира Lowbrand». Это массивный чехол-футляр из синтетической кожи включает в себя справочник, экран гейммастера, раскладную карту с карточками и эксклюзивный выпуск «Под солнцем». Рассказ об оригинальной кампании Криса Мэтсона о Лоубранде, написанный Микки Нильсоном. «Под солнцем» также представит коллекцию оригинальных работ Криса из его собственной кампании. Подклассы и новые расы. Те, кто достаточно отважен, чтобы отправиться в Лоубранд, слеплены из другого теста, чем большинство. Будь то боец, использующий друидическую магию хранителя дикой природы, или водный ацаат, использующий свои природные способности, чтобы победить противников. Игроки смогут использовать захватывающие новые возможности для своих персонажей. 5 новых рас. Маи, пустынные дворфы, зукины, ацаады, саламары. 4 сабкласса. Хранитель природы, призрачный клинок, путь возвышения, пожиратель душ. Исследуйте торговые города. Высоко урбанизированные фантастические мегаполисы, в которых сосредоточено множество отраслей промышленности Лоубранда. Торговые города действуют как трамплин для приключений и интриг. Независимо от того, окажетесь ли вы вовлечены в их непрекращающуюся политику, работаете на могущественной торговой гильдии или общаетесь с надменными аристократами, каждый из этих городов представляет собой уникальную среду для изучения. От ослепительного позолоченного района Царьграда до необузданных островов у побережья Тайдесфара. Нет недостатка в уникальных местах для изучения. В дополнение к торговым городам, по всему континенту разбросано множество отдаленных поселений и таинственных мест, каждое со своими собственными историями, ожидающими своего рассказа. Всего торговых городов 6. Сарград, который лично я называю Царьградом, мне хочется верить, что Мэтсон сделал именно такую приятную отсылку. Иннис, Оринфелл, Хертвейл, Талос, Лецин, Скарбора, Тайдсфар. Метка змея. Возьмите метку змея, чтобы обладать непостижимой силой. Сокрушайте горы, контролируйте мысли других, исцеляйте пораженные толпы, но ужасной ценой для себя. Уроборос будет медленно пожирать вашу физическую и умственную силу, пока не поглотит вас полностью. Но с такой силой вы могли бы изменить мир. Метка змея — это игровая система, которая позволяет вам получить огромную силу, а также потенциально изнурительные побочные эффекты, когда вы направляете опасную энергию Уробороса. Каждое использование знака заставляет вас спускаться дальше по спиралям змеи, также увеличивая силу вашего риска. Краткая история змеи-пожирателя. В дополнение к подробностям об использовании знака змеи в ваших играх, Книга мира Lowbrand также содержит рассказ Аарона Демски-Боудена, рассказывающий про опыт одного искателя приключений силой Уробороса. Создание приключений. Содержащая более 100 страниц лора, а также загруженная до краев новыми опциями для настройки персонажа, Книга мира Lowbrand также содержит обширный раздел приключений, предназначенный для того, чтобы дать гейммастерам возможность начать творческие приключения для своей компании. Руководство и рекомендации о том, как управлять приключениями в Лоубранде, включая создание захватывающих историй, использование метки змея вашей партии и многое другое. Подобные сведения о каждой основной фракции и торговой гильдии, ориентированные на ГМов, позволяют вам глубоко погрузиться в их уникальные организации, а
также использовать их подземелья и NPC в своих кампаниях. Темы приключений, сюжетные повороты, вы получите десятки примеров, которые позволят вам создать грандиозное приключение, либо провести один сеанс непочтительного веселья. Но и другие функции. Система сигилов. Расчертите свое тело мистическими сигилами, наделите ваших персонажей дополнительными способностями за счет использования энергии Урабороса. Бэкграунды. Полный список фонов для создания новых персонажей царства Лоубранда. Более 40 новых магических предметов, начиная от потерянных древних артефактов, заканчивая легендарными музыкальными инструментами, которые могут привести к великим разрушениям. Бестиарий. Вы встретите рыцарей-паладинов, вершащих правосудие, свирепого стагота и могущественных оккультистов-некромантов. Есть 12 новых типов врагов, с которыми можно сражаться, с несколькими шаблонами, которые можно использовать для разных уровней боя. Новые заклинания, как для игроков, так и для монстров, которые являются уникальными в сфере Лоубранда. Это что касаемо фишек нового мира. Как по мне, вселенная намечается действительно интересной и колоритной. А учитывая, что работает она по довольно популярной и многим известной системе, то и первые авантюристы не заставят себя ждать. Да, Мэтсон выпустил эту настолку на Кикстартере. И знаете что? Ее поддержало более 10 тысяч человек, собрав в сумме 1 миллион 260 тысяч долларов. Это просто охренеть. Правда, да, пока неизвестно, будет ли локализация на русский язык, все предзаказы на английском. Если вы не против, разберу эти бандлы с Кикстартера тоже. Что там у нас предлагает Крис? За 25 долларов вы можете получить электронный бандл, где в формате PDF вам придет sourcebook и руководство. За 50 долларов уже идет физическое издание sourcebook плюс электронный бандл. За 75 баксов вы получите Game Master Bundle, где к электронному изданию и физическому sourcebook вы получите экран гейма и карту мира. За 125 баксов коллекционное издание с сумкой-футляром. Ко всем предыдущим бонусам добавляется коллекционный sourcebook с рассказом «Под солнцем» и 8 диджитал саундтреков. 200 долларов это Epic Adventure Bundle. Коллекционные книги, премиальные листы персонажей, сет дайсов, то есть кубиков, карточки со спеллами и итемами, карты городов, набор хардкорщика, самый настоящий. Ну и конечно All-In Bundle за 350 долларов, где вам и сумка-футляр, и справочник, и дайсы, набор премиальных листов, колоды карт и прочее. И самое крутое, миньки и специальные коллекции. Вы посмотрите на них. Это же чистейший Warcraft в его лучшие годы. Рыцарь-паладин тупо Артас. Это очень круто выглядит. Ну и другие бонусные миниатюрки. Например, обратите внимание на Магира. Нифига не дробитель. Да. И прочее. Это все выглядит настолько вкусно, что я уже готов ее предзаказать, но увы, я буду ждать официальную локализацию на русский, если она, конечно, будет. Хотя, я не думаю, что Мэтсон обойдет ру комьюнити в стороне, может быть, Hobby World подсуетятся наши любимые. В общем, что тут можно сказать? Трушный и олдскульный ветеран с отличной репутацией, художника и сценариста, что стоял у истоков ваших любимых игр, врывается на рынок со своим проектом, который по уровню красоты, масштаба и эпика в будущем может спокойно тягаться с миром Варкрафта. Пока что эта вселенная будет работать по правилам Dungeons and Dragons, да, реализована через настолки, но в будущем она вполне может стать чем-то интересным с точки зрения компьютерных игр. В некотором роде Мэтсон творит историю, а учитывая количество людей, что поддержали его на одном только Кикстартере, а многие ждут старт продаж, локализацию, то эта вселенная скоро станет очень популярной, и это хорошо. Однако успех Мэтсона не дал спокойно спать Activision Blizzard. Наверное, Бубикотик такой посмотрел, че этот орколюб себе позволяет? Мы можем круче. И недавно была анонсирована новая настольная игра по World of Warcraft Game Worlds. Это лицензированная Blizzard настольная игра, которую разрабатывает на аутсорсе компания Code 13. Game Worlds — это смесь асимметричной стратегической настольной и коллекционной игры с довольно сложными правилами. Два игрока — это хранитель крепости и атакующий. Они управляют фигурками различных существ и персонажей, проводят баталии в разных уголках мира. Вместе с фигурками игровое поле боя состоит из более чем 600 деталей, а возможное число ходов превышает 88 миллионов. Впечатляет, не правда ли? Мы всегда ищем возможность поработать вместе с
лицензиатами мирового класса, чтобы наши фанаты могли получить еще больше удовольствия от наших вселенных, сообщил Мэтт Бичер, вице-президент Blizzard Entertainment по глобальным потребительским товарам. Когда Game Worlds представили нам свой взгляд на эпическую версию Game Worlds World of Warcraft Edition и гибридную версию коллекционной настольной игры, мы были потрясены. Размах игрового процесса — 88 миллионов возможных ходов, и уровень детализации просто ошеломительный. Мы рады поддержать эту талантливую команду, ведь они создают нечто по-настоящему уникальное для фанатов World of Warcraft. А теперь самое забавное. Денег на настолку они не дали. А зачем, если все можно собрать на Кикстартере? Это же маленькая инди-компания. Мэтсон же вон собрал. А мы что, бабло должны тратить? Не, директорам из Vivendi вон новые яхты нужны. Причем планку для сбора задали не кислую. $500,000. Если соберут, выпустят. Но, спойлер, не соберут. На момент написания сценария они собрали какие-то жалкие $36,500 из $500,000. У Уробороса планка была, кстати, гораздо меньше. Но давайте о самой настолке теперь. Во-первых, цены на нее. 3 варианта. $500, потом еще лимитная за предзаказ $500 и ониксовая за $700. Да, цены просто ебейшие. Однако надо признать, наполнение люто жирное и элитарное. Платформа, врата Штормграда и Аргримара, здания, объекты, селения, фигурки, 5 лидеров фракций Альянса и Орды, вроде Трала, Сильваны, Вариана, Тиранды, а также миньки монстров 20 штук, плюс доп. Фигурки а-ля Минька Поганища. Разумеется, что все это очень дорого в производстве, весить это будет просто до хрена, и ее будет невозможно купить где-то кроме США, ну или какие-то крайне ограниченные партии в Европе. Честно признать, настолка просто ебейшая. Дорого-богато, интересно, но чересчур перезаморочено. Это действительно что-то элитное, крутое, и позволить такое могут только истинные фанаты и гейм-мастера, которые будут носить с собой этот здоровенный чемоданчик и устраивать дуэли между игроками. Все это очень амбициозно и здорово. Но да, Близы снова решили и на ледяной трон сесть и сэкономить при этом. Всем этим делом занимаются на аутсорсе, Близзарды даже не выделили бабла на нее. Так еще и инициатива-то по сути вообще от другой компании. И это настолько тупо. К вам пришли чуваки, которые говорят: ребята, мы можем вас спасти и сделать элитную и одну из лучших дуэльных настолок в мире. А Близы им даже денег не дали, хотя те просят какие-то $500,000. Я напомню, что премия Бобби Котика составила 200 миллионов в прошлом году. Тут же я вспоминаю, что и на фильм Warcraft Близы в свое время не дали денег, но зато откусили свои 20% или сколько там за лицензию. И тут они также откусят свои проценты, ни хрена при этом не вложив. Но в этот раз не прокатит, ибо денег на Кикстартере код 13, разумеется, не соберут. Кто-то скажет, что Мэтсон унизил Blizzard, но по факту Близзарды сами себя унизили, ибо даже с такой элементарной вещью они не в состоянии справиться, и в их проекты уже тупо никто не верит. Потому что кто будет вкладываться в вас, когда вы сами в себя ни хрена не вкладываете? Вот такая вот интересная история. Если она тебе понравилась и ты хочешь больше узнать про мир интересных настолок, ставь лайк, пиши об этом в комментариях, не забывай подписываться на канал и заглядывать по ссылкам в описании, на Twitch, в Discord и паблик ВКонтакте. Спасибо тебе за просмотр и до скорых встреч. Пока.